Я не помню, когда научилась плести венки. Мне кажется, что я умела делать это всегда. И каждый год, когда я вижу одуванчики, не могу удержаться. Я знаю 2 способа плетения венков, и после этого видео вы тоже их узнаете. Для венков вам понадобятся одуванчики. Много. Будьте с ними осторожны, на срезе появляется сок, который не так просто вывести с одежды. Когда одуванчики собраны, занимайте удобное место и начинайте плести. Способ первый. Берем 2 одуванчика, назовем их одуванчик 1 и одуванчик 2. Одуванчик 1 располагаем горизонтально, вертикально сзади подкладываем второй одуванчик и его ножкой оплетаем цветок. Сгибаем ножку вперед и заводим слева за цветок. Со следующими цветами повторяем дальше те же самые действия, которые делали со вторым одуванчиком. Чтобы было понятнее, я нарисовала. Таким образом плетем дальше. Чтобы вовремя остановиться, примеряйте венок на голову. После того, как вы поняли, что вам хватит, соедините венок, оплетите еще несколькими одуванчиками и найдите травинку, для того, чтобы его завязать. А лучше, конечно, ниточку или проволочку. Надеваем готовый венок на голову, и можно идти прыгать через костры в ночь Ивана Купала. Способ второй. С этим способом справятся все те, кто умеет плести косички, а легче всего будет тем, кто когда-нибудь плел косичку-колосок, где волосы вплетаются постепенно. Для начала берем 3 одуванчика, начинаем плести косичку из их стебельков. С каждым шагом вплетения по бокам вплетаем одуванчик. Можно добавлять по одному одуванчику, а можно вплетать по 2 или 3. Все зависит от вашего желания и длины ножек одуванчика. Плетем. Примеряем на голову. Когда длина вас устроит, берем травинку, нитку или проволочку и связываем венок. Отрываем лишние стебельки одуванчика и радуемся результату. Таким способом венок получается более пышный. Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.